Настало время удивительных историй. Сегодня у нас в гостях необычное устройство. Вот оно. Сначала может показаться, что это портативная игровая консоль. Но нифига. Это Asus A50A, младший брат Asus R2H. Если вы о нем ничего не помните или не знаете, то можно пройти по ссылке и пересмотреть выпуск о нем. Итак, 2009 год. Эра заката UMPC. Грустная пора. К тому моменту на рынке вовсю царят нетбуки и смартфоны и все остальное. Напомню, что первым современным смартфоном можно считать LG Prado, то есть LG KE 850. В нем использовался емкостной сенсорный дисплей и другие характерные для смартфонов вещи. Гораздо позже вышел телефон от Apple, но это было аж через пару месяцев. Итак, смартфоны, нетбуки и все остальное уже есть, но вот интернет-планшетов еще не было. И компания Asus выпускает новый UMPC на рынок. Что же он из себя представлял? Давайте разберемся. Уже в то время все больше внимания стали уделять удобству эксплуатации. Например, появились устройства с возможностью эксплуатации беспроводных сетей, а также бортовой фотоаппаратуры. Если говорить о внешнем виде, современные покупатели больше смотрят на обертку, а не на содержимое. Именно этим объясняется популярность определенных устройств в определенных компаниях. Итак, вернемся к вопросу, почему данное устройство может создавать впечатление игровой консоли. Достаточно взглянуть на фото, и можно заметить довольно много схожих с консолью деталей. Первая игровая консоль от Sony, тащим-то, вышла, например, в 2004 году. Соответственно, дизайнеры и инженеры Asus, так сказать, вдохновились этим устройством. Но после запуска сходство потихоньку исчезает, потому что полноценный ОС дает больше возможностей для работы с устройством. Все устройство выполнено в черном цвете с небольшими вставками серого. Довольно представительно. Пластик корпуса глянцевый, и поэтому очень быстро возникает ситуация залапанности. Вернемся же к внешним составляющим. В центре, как всегда, экранчик. Жирненький такой, целых 5,6 дюйма по диагонали. Его разрешение очень приличное, 1024 на 600 пикселей. К слову, на моем первом ноутбуке было такое же разрешение при диагонали 10 дюймов. Размеры самого устройства 199 на 98 на 28 миллиметров. Слева располагаются 6 кнопок. Левая и правая кнопка мыши с подсветкой. Это вызов контекстного меню. Вызов медиацентра, кнопка смены пользователей и кнопка спящего режима. Снизу расположен микрофон. Справа имеется еще несколько элементов. Объектив фронтальной камеры 0,3 мегапикселя. Под ним трекпоинт, сканер отпечатков пальцев, 4-позиционный джойстик и набор светодиодов, отображающих состояние. То есть батарея, использование жесткого диска, беспроводные сети, GPS и так далее. Трекпоинт довольно массивный и очень удобный. Он разработан для работы большим пальцем, и я бы назвал его отзывчивость, плавность и так далее эталонными на фоне других моих UMPC. Сам он сделан из пластика, а не из резины, как ноутбуков, поэтому его жизненный ресурс гораздо выше. Джойстик выполняет те же функции, что и стрелочный блок на обычной клавиатуре. В его центре находится кнопка функционалу, аналогичная Enter, то есть кнопки ввод. Также на передней стороне имеется два шильдика Asus и R50A UMPC. Пока не забыл, надо сказать пару слов о комплекте. С ним у меня интересная история получилась. В магазинной версии комплект был следующим. UMPC, Acum, комплект документации, 4 компакт-диска с операционной системами, картами и ПО, тряпочка для портировки корпуса, чехол для транспортировки,
блок питания, внешний оптический привод с блоком питания и USB кабелем, переходник Earphone USB, аудиовыход, наушники с разъемом Earphone USB, переходник для разъема DSAP, раскладная клавиатура с USB кабелем, стилус, шнурок для ношения компьютера на запястье. Да, ребят, тут нет стандартного джека 3,5, поэтому проблемы с прослушиванием музыки могут начаться после того, как сломается либо потеряются родные наушники. Именно поэтому в комплект входил переходник. А если вдруг у вас его нет, то надо его либо найти, либо приуныть. Хотя динамики есть на борту, но они не торт. Итак, веселая история с комплектом. Когда я его покупал, у него не работал аккум, не было ничего из того богатого комплекта, кроме чехла, ЗУ и шнурка. Как я восстанавливал аккум, можно посмотреть тут. После пары дней использования я обнаружил кусок стилуса в корпусе и удачно его извлек после пары часов мучений. Соответственно, у меня теперь есть стилус. И чехол в комплекте. Такой вот мягенький. Итого вполне приличный аппарат получился. Правда, без внешней клавиатуры тяжело-то жить, так как он воспринимает не каждую USB клавиатуру, что не очень приятно. Но вернемся к детальному осмотру. Начнем с левой стороны. Итак, слева у нас находится мини-USB Type-A. О нем я уже рассказывал. Он в данном случае необходим для подключения комплектной клавиатуры. Дальше у нас находится слот для карточки microSD. А также разъем подключения внешней ТВ-антенны. На нижнем углу имеется ушко для крепления шнурка на запястье. Перейдем на правую сторону. Справа у нас имеется обычный USB-порт USB 2.0, DSAP, к которому подключается переходник, необходимый для вывода изображения на внешний экран, и замок для аккумулятора. Здесь еще была крышка, но она выломана. Перейдем на верхнюю грань. Что же мы здесь видим? На верхней грани находится выход GPS-антенны, вентиляционные решетки, разъем для наушников, мини-USB, разъем для подключения адаптера питания и кнопка включения камеры, на которую очень удобно ложится указательный палец. А также кнопка Hold для исключения случайного запуска в сумке или чехле. Никому ведь не нужно разрядить аккумулятор, так и не поработав на устройстве. Ведь так любители несъемных телефонных аккумуляторов. Перейдем на нижнюю грань. Здесь у нас еще одно вентиляционное отверстие. И, собственно, тут больше практически ничего нет. На задней стороне видно только шильдик с логотипом компании и объектив основной камеры в массивной рамке. Рисунок задней крышки лично мне был немного необычен и при отдалении чем-то напоминает арбуз. Ладно, пора переходить к внутреннему содержимому. На самом деле начинка вполне себе обычная, но только для ноутбуков, но никак не для планшетов. Итак, центральный процессор Intel Atom Z520. В нем 1,33 ГГц, 533 МГц шина и 512 килобайт второй уровень кэша. На борту установлено 1024 мегабайт оперативной памяти типа DDR2 533. Не слишком быстрая память, но не мне их судить. Видеокарта Intel GMA 500, как всегда с выделяемой из оперативы памятью. В устройстве, купленном в магазине, к своему удивлению, можно было обнаружить самый настоящий SSD. Ну, вы знаете, такая понторезная флешка.
В данном случае на 32 гигабайта, что немного необычно для тех времен. С другой стороны, наличие SSD увеличивает общую скорость работы устройства, что представляет Asus с лучшей стороны. Из воздушного сообщения здесь присутствует Wi-Fi типа 802.11bg. К сожалению, N нет, так как он появился только в сентябре 2009 года. Синезуб версии 2.0 и GPS. Очень и очень неплохо. Аккумулятор на 2600 мАч. Довольно хорошо справляется со своими обязанностями. Работать можно. Вес данного устройства составляет 0,52 килограмма, то есть 520 грамм. Ни в какое сравнение с тяжелыми ноутами он не идет. Давайте посмотрим, сколько аккумулятора он сожрал уже. Итак, у нас для 70% осталось 1,5 часа работы. Очень неплохо. В качестве стандартной ОС выступает Windows Home Premium, но как вы можете уже видеть на экране, это немножко не Vista. Так как я не люблю Vista, то конкретно на этом устройстве ситуация с OS другая. Я ради разнообразия поставил сюда Ubuntu версии 14.04. Для справки, Ubuntu это дистрибутив Linux, распространяемый компанией Canonical. Он бесплатен, просто в использовании, и к тому же много чего на нем работает из коробки. Для работы с ним требуется наименьший, по мнению многих, уровень красноглазия и навыках пряморукого общения с компьютером. Давайте я покажу, что в нем есть и как оно работает на MPC 6-летней давности. Если вкратце, то тут есть практически все, что нужно человеку, а чего нет, да устанавливается из центра приложений в пару-тройку кликов. Офисный пакет LibreOffice. Это идеологический преемник OpenOffice. Сейчас я его включу. Он содержит в себе текстовый процессор, программу для работы с таблицами, программу для работы с презентациями, программу для работы с базами данных, программу для работы с математическими формулами и для создания рисунков LibreOffice Draw. Давайте откроем Writer и что-нибудь напишем. Для того, чтобы что-нибудь было видно, надо увеличить кигель. Допустим, до 16. Ну вот, так это примерно и работает. В качестве мультимедиа можно привести звук и видео, например. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о... Да кому они нужны, эти однотипные телефоны без грамма индивидуальности? Тысячи моделей, которые отличаются друг от друга разве что цветом пластика или одной-двумя сотнями мегагерц процессора. Я же хочу вам рассказать о предтечах современных планшетных компьютеров. Как вы можете видеть, видео немного подтормаживает. Это из-за довольно неумно выбранного контейнера. Давайте попробуем воспроизвести здесь звук, может с ним будет получше. Это Вивальди. Вот такая мультимедиа. Хочу сказать пару слов об оболочках. Перед вами сейчас Gnome Shell. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Здесь сверху у нас календарь с
работать часами, грубо говоря. Справа у нас настройка системы такая быстрая. Отсюда можно перейти в центр управления. Параметр называется. Здесь управление звуком, сетями и так далее. Не будем останавливаться. Здесь же можно переключить раскладку клавиатуры. В левом верхнем углу у нас кнопка быстрого доступа к панели и выбору рабочих столов. Их здесь несколько, они генерируются в зависимости от необходимости. Здесь же можно выбрать приложение, которое хотите запустить. Как вы видите, все работает довольно нормально, но с небольшими подтормаживаниями. Сейчас посмотрим на красоту, и я перейду в более быстро работающую среду. Единственная проблема для гнома – это перекрытие виртуальной клавиатурой областью поиска приложений и формой ввода пароля. Давайте я покажу. Для того, чтобы набрать, допустим, вот в области поиска, нужно на виртуальной клавиатуре что-то набрать. Но я не могу это сделать, потому что клавиатура на заднем фоне. И когда нужно повысить свои права, поле ввода пароля поверх всех окон. Давайте посмотрим, как снимает камера. Итак, давайте посмотрим теперь на готовую фотографию. Так, ну, в принципе, довольно приличная для того времени. Это 2 мегапикселя. Много требовать от нее не стоит. Существует расхожий миф, что игр на Linux нет. Они есть. Портирована куча, но есть еще те, которые разрабатывались специально для Linux. Например, боевые ежи. Сейчас я вам их продемонстрирую. Давайте перейдем в менее требовательную среду. Перед вами графическая оболочка LXDE. Она будет более понятна пользователям Windows, поэтому вот. Ну и общим расположением. Это все настраивается, и можно построить графическую оболочку под себя. Слушаю. Лови. Мимо. Слушаю. По сути, боевые ежи это клон известной всем игры Worms. Из стратегии здесь можно выделить игру Warzone 2100. Обычная, в принципе, стратегия. Ну да, она немного подтормаживает, но я думаю, ее можно немножечко настроить. Или нельзя уже. Суть не в этом. Итак, у нас здесь есть трехмерное поле карты. Здесь есть здание, которое производит юнитов. Есть юниты, которые умеют строить здания, например. Вот эти вот. Сейчас я закажу завод какой-нибудь. Допустим, здесь. Все, он пошел его строить. Вот, это боевые
юниты. А здесь в качестве полезных ископаемых какой-то аналог нефти или сама нефть, я уже не помню точно. Также существуют здания для развития науки, новые фишки появляются и так далее и тому подобное. Но вернемся к UMPC. Здесь также установлен сканер отпечатка пальца. Но, как и в случае с предыдущим устройством от Asus, у меня не получилось им воспользоваться. К слову сказать, для Linux с графическими оболочками сканер вещь весьма полезная. Ведь при каждом запросе для повышения уровня прав требуется ввод пароля. Для Linux существует специальная утилита. Называется она Fingerprint. Здесь можно выбрать палец, записать для него данные со сканера и потом использовать его в качестве данных авторизации. Но у меня почему-то не проходит сканирование пальца. Также здесь имеются встроенные пакеты для обработки изображений и видео. Пакет обработки видео показывать не буду, потому что данное устройство слишком слабенькое для его нормальной работы. Для обработки изображений здесь существует пакет GIMP. Это аналог вашего любимого всеми Photoshop. Здесь можно рисовать, работать со слоями, и также здесь существует пакет векторной графики, который называется Inkspace. Он позволяет работать с графическими примитивами и заниматься векторной графикой. Кстати, о видеоредакторах. Я все свои выпуски, которые создаю, я их создаю на открытом программном обеспечении, конкретно на Kdenlive. Если интересно, могу отдельно об этом рассказать. Да, я забыл упомянуть о цене. Она на 2009 год составляла около 25 тысяч рублей. Давайте перейдем к выводам. Asus шикарен, мобилен и определенно обладает высокой скоростью работы, а также неплохой автономностью и высоким удобством использования. Красиво оформленный, он оставляет сплошь положительные впечатления. Единственной горькой пилюлей, на мой взгляд, является цена. Еще из негативных моментов можно отметить странные решения по портам и Vista в качестве ES, но вторая проблема решается довольно просто, как вы уже увидели, а с первой приходится мириться. Можно было бы придраться к отсутствию физической клавиатуры, но я не стану этого делать. Итак, если вам понравилось, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, а также заходите на канал Кирилла Лейфера, где он рассказывает о древних гаджетах. До новых встреч!
До новых встреч. Пока.